Смерть забирает жизнь, но отнюдь не любовь. В нашем мире это правило распространяется не только на людей, но и на животных. Эта история является ярким примером бессмертия любви к ближнему. Уже не первый год Юрий жил в полном одиночестве. Он потерял супругу и больше не смог наладить личную жизнь, а повзрослевшие дети выбрали свой жизненный маршрут, покинув родительский дом. Мужчина старался отдать все свои силы работе, которую он очень любил. Дети лишь изредка навещали Юрия, поскольку жили далеко от отца. Мужчина очень любил эти трогательные встречи, но они не спасали его от одиночества. Ему хотелось, чтобы дома всегда кто-то ждал верный друг, с которым можно коротать долгие вечера. Это желание привело его к мысли о покупке маленькой собаки. Щенок оказался славным. У него был черно-рыжий окрас и самые добрые глаза на свете. Юрий дал ему прозвище Мухтар, поскольку очень любил сериал про отважного пса полицейского. Мухтар почти сразу привязался к своему новому хозяину. Они быстро подружились, без каких-либо проблем. С тех пор Юрий всегда появлялся в округе в компании своего пса. Об их привязанности знали и соседи, и продавцы из всех местных магазинов. Эта парочка всегда вызывала улыбки у окружающих. Юрий всерьез занимался дрессировкой Мухтара, регулярно выгуливал его на открытой местности, чтобы пес смог вдоволь побегать и выпустить пар. Его питомец больше всего на свете любил играть с мячиком. Мужчина бросал его вдаль, и пес всегда возвращался с ним прямо в зубах. Когда Юрий переступал порог местной лавки, продавец всегда выглядывал его верного спутника. Мухтар каждый раз оказывался рядом с хозяином, что радовало и приятно удивляло продавца. Чуть позже у Юрия возникли серьезные проблемы со здоровьем. Мужчина получил частичный паралич ног и больше не мог передвигаться своими силами. В этот непростой период Мухтар много раз доказывал, что является настоящим другом своему хозяину. Юрий больше не мог баловать пса дальними прогулками, но не прекращал заботиться о своем питомце. Даже при плохом самочувствии мужчина старался брать себя в руки. Он поднимался с кровати, чтобы обеспечить уход им двоим, как и прежде. Жизнь продолжалась, но протекала несколько непривычным образом. Мужчине пришлось отказаться от многих благ и привычек, но чувство оптимизма даже в эти дни не покидало его. Раньше бы Юрий запросто мог свалиться в апатию или в депрессию, но наличие друга и чувство ответственности за него становилось хорошим пинком. Они вдвоем всегда старались хоть как-то скрасить время, проводимое в доме. Их игры стали другими, но не потеряли былого азарта. Хозяину пса всегда было весело в компании любимого питомца. В теплое время года они начали появляться на улице. Имеющиеся проблемы со здоровьем никак не мешали Юрию заниматься метанием мячика. Он бросал его как можно дальше, а Мухтар ловко бежал по траве за излюбленной игрушкой. В такие дни мужчине казалось, что он здоров и нет никаких ограничений. К сожалению, оптимизм не имеет свойств исцеления таких тяжелых травм. Постепенно Юрий терял здоровье, появились осложнения. Дети стали чаще наведываться к отцу, а сын Алексей категорично настаивал на прохождении осмотра у врача. Юрий понимал, что это необходимо, но не хотел оставлять собаку в одиночестве. Тогда Алексей пообещал остаться в их доме, чтобы присмотреть за Мухтаром ровно столько, сколько потребуется. Мужчина обрадовался отзывчивости детей и согласился на прохождение осмотра в больнице. Перед отъездом Юрий не смог сдержать слез. Он очень грустил, когда прощался с собакой. Мужчина обратился к Мухтару так, как будто тот был человеком и все прекрасно понимал. Он попросил пса быть покладистым и не доставлять семье ни малейших хлопот. Крепко обняв собаку, Юрий покинул дом. После осмотра Юрия госпитализировали. Он должен был находиться на лечении, под чутким контролем врачей. Разлука с хозяином плохо сказалась на самочувствии Мухтара. Он был опечален и даже отказывался от еды. Алексей пытался полноценно ухаживать за собакой, но его стремления почти никогда не заканчивались успехом. Чутье еще никогда не подводило Мухтара, ведь он был очень умной собакой.
Пес чувствовал, что хозяину плохо. Он никому не давался на руки, старался держаться подальше от домочадцев. Мухтар даже игнорировал попытки детей поиграть с ним, не брал еду с их маленьких ладошек. Хотя раньше всегда радовал и играл с детишками. Иногда он мог прибежать в комнату, чтобы прижаться мордочкой к ногам Алексея. Молодой человек вел себя осторожно, не до конца понимая, как облегчить внутреннее состояние питомца. Видя поведение пса, Алексею и самому становилось печально. Его начали мучить страхи о том, что отец больше не вернется в стены родного дома. Вскоре случился телефонный разговор старшего сына Юрия с его лечащим врачом. Доктор сообщил прискорбное известие о смерти пациента. Эта ужасная новость подкосила всю семью. Каждый человек в доме от мала до велика ощутил всю тягость этого известия. Но самое плохое состояние было у Мухтара. Он не мог услышать и понять произошедшего, но он знал наверняка, что хозяина больше нет. Юрий был для него смыслом жизни, а теперь пес остался один, пусть и под присмотром детей и внуков хозяина. Похороны Юрия прошли очень сложно для всей семьи. Мухтар сидел ближе всех, отчетливо наблюдая за происходящим, когда гроб спускали в могилу. Он скорбел не меньше людей, и это было удивительным зрелищем. Так пес прощался со своим хозяином в последний раз. Пока отпевали тело умершего, Мухтар покорно сидел на месте. Он все время молчал и смотрел в одну точку. Некоторые присутствующие пытались взять молодого пса на руки или хотя бы слегка обхватить руками в объятия, но Мухтар никому не позволял этого сделать. Когда насыпь на могиле была сформирована и устелена похоронными венками, пес впервые перевел взгляд на свою семью. Вскоре он даже позволил Алексею погладить его и обнять. Молодой человек был рад такому прогрессу, в его сердце зародилась надежда на то, что в будущем у них все будет хорошо. Лёша захотел забрать собаку к себе домой. Он понимал, что на первых порах будет сложно, ведь такая утрата обернется для всех продолжительной болью. Но надо было крепиться. Новым хозяевам Мухтара пришлось вернуться в свой дом, чтобы вновь приступить к работе, а их дети отправились за парты. Их жизнь начала свой новый виток. Семья уделяла максимум внимания Мухтару, его полюбили и приняли как родного. На новом месте жительства пес показал себя крайне послушным и милым, о чем его когда-то и попросил покойный хозяин. Можно было спокойно оставлять Мухтара одного, он вел себя выше всяких похвал, позволяя семье заниматься своими делами. А когда приходило время, пес получал свою долю внимания и любви. Алексею понравилось держать в доме собаку с таким нравом и воспитанием. Однако парень даже не подозревал о том, что Мухтар периодически убегает из дома. Пес умудрялся делать это незаметно, пока кто-то из детей держал дверь открытой. Потом Алексей обнаружил, что собака отсутствует. Мухтара быстро нашли, но его новый хозяин захотел понять, куда тот отлучится. Он дождался выходного дня и позволил псу незаметно проскользнуть через открытую дверь, а затем, не торопясь, поехал за ним. Алексей предполагал, что Мухтар гуляет по двору или по привычке ищет какие-то магазины, ведь они с Юрием всегда ходили за покупками вместе. Но маршрут собаки выдался внушительным. Парень не поверил своим глазам, когда пес достиг своей цели почти на окраине населенного пункта. Мухтар следовал к городскому кладбищу, чтобы навестить могилу своего покойного хозяина. Пес даже не терялся среди прочих могил, а сразу же знал, куда ему бежать. Алексей робко передвигался по кладбищу в некой растерянности. Он попался на глаза местному сторожу, и тот, в ходе длинного разговора, поведал парню много нового о его собаке. Выяснилось, что Мухтар регулярно появлялся здесь. Преданность пса по отношению к близкому другу просто не знала границ. Мухтар упорно продолжал искать встречи с хозяином. Собаку часто видели лежащей возле могилы Юрия. Алексей не стал торопить пса, запрещать ему убегать из дома и дождался подходящего момента для воссоединения с ним. После очередного визита на кладбище Мухтар покорно отправился домой в компании своего нового хозяина.
В будущем они уже посещали могилу Юрия вместе, если выпадала такая возможность. Вот такая безграничная любовь и преданность собаки к своему хозяину. Слава Богу, что Мухтар не останется один, у него также есть семья, которая нужна ему. Как и он детям своего хозяина. Друзья, если вам понравилась история, пожалуйста, оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.